решил вот попробовать создать маленький, ну типа мини-сериал, что ли, несколько клипов про политическое состояние Канады, кто, что, за чего, за кого и так далее. У меня есть пару видеоклипов, которые я поднял на английском языке, которые полностью касаются определенных событий, которые сейчас происходят в Канаде. Но потом решил попробовать и сделать пару клипов для русскоговорящих людей, которые не совсем, может быть, понимают, что происходит, которым все-таки интересно, что происходит в другой стране, которые живут в России, которые живут на Украине и так далее. Поговорю немножко о политических аспектах Канады, поговорю о том, что происходит, как в Канаде относятся к тому, что происходит за ее пределами. Для начала должен сразу сказать, никто мне за это не платит, я не связан ни с какой политической партией, я не делаю никакую агитацию. Все, что делаю, это в принципе, как я до этого сказал на английском тоже в одном из роликов, я хочу показать мое персональное мнение глазами человека, который родился в Советском Союзе, прожил там до 14 лет, потом я переехал в Израиль с родителями, прожил там 26 лет, и вот решил попробовать себя в Канаде, где живу уже 7 лет. Началось это все, вот это вот записывание видеороликов, в принципе, для того, чтобы выпустить пар. Потому что происходило очень много событий, очень эмоциональных событий, и не всегда хочется начинать разговаривать, эти дискуссии дома, потому что дети и то и все, и так они немножко не понимают, что происходит. С одной стороны слышат одно, с другой стороны слышат другое. И поэтому как бы я решил просто выпускать пар тут, записывать себя. И может, если кому-то будет интересно когда-то смотреть это, да, и мне может быть интересно будет через пару лет посмотреть, что я тут накалякал и так далее. Ну, будет пару роликов, в принципе, которые более-менее расскажут о том вообще, как тут политика происходит, как выборы происходят, немножко расскажу про партии. В принципе, то, что я думаю, опять же, про эти партии. Затрону то, что происходит сейчас, последние 3 недели с этим конвоем свободы, и как это вообще влияет на людей, как это влияет на страну, куда нас тянет наше нынешнее правительство и так далее. Ну, в принципе, в общем, это как вступление такое, так сказать. Опять же, мое личное мнение. Кому-то может быть интересно, кто-то может согласиться, кто-то может не согласиться, кто-то может сказать, что это чушь, кто-то скажет, что я ничего не понимаю. Но это, в принципе, не важно. Я представляю собой простого человека, который смотрит на все, что происходит глазами простого человека, без всякой политической подготовки, политического обучения. Чисто просто логическое мышление и просто как это и что это дает. Вот. Если кому-то будет интересно, я буду рад. Если у кого-то будут какие-то вопросы, можете писать в комментариях, и я попробую отнестись к ним тоже и ответить вам, или если кому-то надо будет что-то определенное, записать какой-то ролик, может быть, и поставить и так далее. Спасибо за внимание.